Здравствуй, Киржач. Привет, новый город. Мы о тебе уже кое-что знаем, и теперь готовы все увидеть своими глазами. Вообще-то я основательно подготовилась. Ты вот знаешь, например, что название города происходит от реки Киржач, на левом берегу которой он был основан? А меня поразило то, что по одной из версий к появлению Киржача был причастен сам чудотворец Сергий Радонежский. В середине XIV века он основал в этих местах Благовещенский монастырь, а Киржач стал небольшой слободой при нем. Да, по легенде, на берегу реки Киржач бил родник с удивительно чистой водой. Там Сергий и его ученики построили деревянную церковь и колодец над родником. Ну а сейчас здесь новая часовня. Так хочется верить, что родник хранит память о деяниях святого Сергия. Кстати, о Благовещенском монастыре. Его строительству и благоустройству всю жизнь посвятил один из учеников Сергия Радонежского, святой Роман Киржачский. Посмотри, какой нарядный собор! Это самое раннее каменное строение здесь, начало XVI века. В середине XVII рядом построили необычную по форме Спасскую церковь-колокольню, тоже украшенную кокошниками. Да, а потом соединили эти храмы галереей и гульбищем. Я читала, что это очень редкий прием в русской архитектуре. А с каким вкусом сделано! Пройтись по улицам Киржача – одно удовольствие. Столько старинных деревянных домов с необычными наличниками, ведь Киржач еще с XVIII века славился своими резчиками по дереву. Их называли аргунами по названию села, где было много искусных плотников и резчиков. Аргуны отправлялись на заработки в крупные города, делали мебель, паркет и, конечно, наличники. Так тут недалеко даже музей специальный есть, дом аргунов. Там хранят историю плотницкого промысла, и можно все узнать об аргуновской резьбе. Карнизы и наличники деревянных домов мастера украшали прорезной и плоскостной резьбой. Она отличалась необычными рисунками. А ты знаешь, что в деревянные узоры на наличниках наши предки вкладывали особый смысл? Представляешь, эти знаки можно читать как книгу. Посмотри, как читает наличник краевед Татьяна Самойлова. Жаль, что сейчас мало осталось мастеров, которые владели бы секретами аргуновской резьбы. Возрождать искусство пытаются творческие люди. Здесь даже можно самому почувствовать себя резчиком и сделать небольшой сувенир. Ну, как тебе? Да, мастер Александр Новиков нас многому научил. Никогда не думала, что возьму в руки стамеску. Смотри, а рядом красивый купеческий особняк, тоже украшен аргуновской резьбой. Так в нем музей меди и латуни. Это редкий музей, таких всего 7 в мире. Он посвящен другому знаменитому киржачскому промыслу XIX века – медно-латунному производству. В окрестностях Киржача тогда работало 15 медиплавильных заводов. Любопытно посмотреть, чего здесь только нет. Самовары, какой необычной формы, медные монеты, утюжки, лошадиные бубенцы, колокольчики. Красота! Хорошо, что здесь разрешают не только посмотреть, но некоторые вещи и потрогать. Так гораздо интереснее. По таким предметам историю изучать можно.
Да, в музее около 400 экспонатов разных эпох. Какие-то выплавили на местных предприятиях, а какие-то привезли из разных уголков страны. Кстати, а ты знаешь, что многие киржачские предприниматели занимались благотворительностью? На их средства строились здания, которые определили облик Киржача во второй половине XIX века. А сегодня их традиции продолжают другие меценаты. Например, Евгений Федоров, который буквально взял, как он сам говорит, социальное шефство над городом. Эти два музея, которые мы посмотрели, его детище. И не только они. Да, например, смотровая площадка «Зайчушка» на Селивановой горе. Ой, какая славная бронзовая зайка! Наверное, она имеет отношение к киржачским сказкам Федорова. Но там вроде главный герой совенок, потомок той самой совы, которая уже более 200 лет является символом Киржача и изображена на его гербе. Да-да, в другой сказке совенок как раз подружился в лесу с Зайчушкой. А вот другое интересное место – Вшивая горка. Оно появилось в городе с помощью мецената Федорова одним из первых. Какое смешное название! Название смешное, а история с этим местом связана серьезная. Во время Отечественной войны 12 года Владимирское ополчение боролось с мародерами, болезнями и пожарами в Москве, оставленной французами. Потом ополченцы были отправлены по домам, но многие из них болели тифом. По легенде, они не хотели заразить местных жителей, поэтому остановились в Сосновом Бору неподалеку. С тех пор это место и называют Вшивая горка. Мне кажется, эта возвышенность могла иметь в истории и стратегическое значение. Ты права. Осенью 41 года Киржачский район оказался прифронтовым. Чтобы защитить Москву, продумали линии круговой обороны. Как раз здесь был один из рубежей. Да, а сейчас в этом парке здорово гулять и вспоминать историю. Кстати, а что такое пляж космонавтов? Где-то рядом. Он действительно имеет отношение к космонавтам? Самое прямое. Ведь в 60-е годы на Вшивой горке любили отдыхать космонавты первого Гагаринского отряда. Они тренировались тут недалеко, на Киржачском аэродроме. В городе сейчас несколько улиц названы именами космонавтов. И главное – улица Гагарина. Оказывается, Киржач тесно связан с историей космонавтики. Да, под Киржачом у села Новоселово в 1968 году во время тренировочного полета погибли Юрий Гагарин и Владимир Серегин. На месте их гибели в 1975 году открыли этот мемориал. Стела выполнена в виде крыла самолета. Смотри, здесь установлен самолет МиГ-15. Это точная копия того, на котором совершили свой последний полет Гагарин и Серегин. А я расскажу тебе об удивительном храме. Он находится совсем рядом, в 500 метрах от места гибели космонавтов. Свято-Андреевский храм был построен в XIX веке. Полуразрушенная церковь стала ориентиром, когда искали место катастрофы. Ее восстановили при участии Алексея Леонова, космонавта, который впервые вышел в открытый космос. Смотри, как необычно расписаны стены храма. Здесь и парад планет, и космический корабль. Да, роспись сделана по эскизам самого Леонова, ведь он отлично рисовал. Наверное, он хотел показать космос как часть божественного мироздания. А человек бросает вызов и стремится постичь загадочную вселенную. Я такого нигде не видела. Посмотри на эти колокола. Каждый из них носит имя космонавта, которого уже нет с нами. Их 10 на звоннице. Последний был установлен в июле 2020 года в честь самого Леонова. Ну а теперь давай познакомимся еще с одним промыслом, которым была знаменита Киржачская земля с начала XIX века.
ручное шелковое ткачество. Целые династии им занимались. Как здорово, что мы в селе Заречье в усадьбе Думновых. Да, здесь особая атмосфера. Ведь этот музей-усадьбу с исторической точностью создала известная художница по куклам Галина Масленникова. Представляешь? В своем родовом доме. Она праправнучка Ивана Думнова, того самого, кто один из первых наладил производство шелкового бархата. Его шелковые ткани поставлялись даже в столичные магазины. Хозяйка дома сама проводит экскурсии и рассказывает о своих предках и их шелкоткацком промысле. Видишь этот бревенчатый домик на территории усадьбы? Это точная копия традиционной для села фабрики светелки избы с большим количеством окон, чтобы было достаточно света. Здесь можно увидеть, как на ручном ткацком станке рождается шелковая ткань. Дай-ка я попробую. Какая же это сложная работа. Зато как здорово получается! А это образцы старинного шелкового бархата и женская одежда, сшитая из него. В светелке есть предметы быта сельских ткачей XIX века. А на втором этаже знаменитые авторские куклы Галины Масленниковой. Здесь целый мир русской деревни. И крестьянская изба, и мельница, и трактир, и ярмарка. Все так детально проработано. Смотри, маленькие валенки, лапти, самовары, прялки. Все как настоящее. Это уникальная коллекция. Народный художественный промысел. Галина Масленникова возрождает традиции артельного производства русской куклы. Как и 100 лет назад, куклы делают вручную. Над каждой куклой трудятся 10-12 человек, а одеты куклы в народные костюмы разных губерний. Они как живые. По этим куклам можно изучать народную культуру и традиции России. Кстати, они хранятся во многих музеях и частных коллекциях, в том числе и за рубежом. В старинной усадьбе Думновых можно погостить и насладиться обедом и пирогами из русской печи. Вкусно! Ну что ж, мы немного попутешествовали во времени. Какая богатая история и традиции. Теперь вернемся в современный Киржач. Есть в нем что-то неуловимое, особенное. Еще бы! Здесь действительно уникальные объекты. Ты когда-нибудь гуляла по такому длинному деревянному пешеходному мосту? Этот типографский мост 555 метров длиной. Он даже занесен в Книгу рекордов России. А вот и совсем новый киржачский объект – музей ледниковых камней под открытым небом. Дело в том, что Киржач раньше был геологическим центром региона. Просто фантастика! Это что же, можно прикоснуться к камням, которым несколько сотен миллионов лет? Ну, видишь, здесь про них даже есть информация на стендах. Необычные экспонаты. Например, можно увидеть разные породы ледниковых камней – гранит, базальт, кварцит. Давай прогуляемся по лабиринту. Да, я и не думала, что в Киржаче и его окрестностях столько интересного. Им есть чем похвастаться. Жаль, что пора уезжать. Давай еще раз приедем сюда. Тут наверняка появится что-нибудь новенькое. Здесь умеют удивлять.